Друзья, привет всем, кто изучает русский язык с каналом Русториес. С вами снова Андрей с новым рассказом. Итак, поехали. Рано утром 1 марта 1978 года жители швейцарского городка Корсьер-сюр-Веве, пришедшие на местное кладбище проведать захоронение своих родственников, заметили неладное. Одна из могил была неряшливо раскопана. Повсюду валялись цветы. Мирным швейцарским обывателям пришлось осознать два шокирующих факта. В могиле отсутствовал гроб, а сама могила принадлежала Чарли Чаплину, возможно, самому известному актеру в мире, умершему в Корсьер-сюр-Веве 2 месяцами ранее. На поиск осквернителей кладбища и похитителей останков великого мастера экрана полиции потребовалось 5 месяцев. Чарли Чаплин не нуждается в представлении. Он стал, возможно, первой суперзвездой, чье творчество знали и любили по всему миру. Миллионы зрителей шли на его фильмы, забывая на время о войнах, экономических кризисах, голоде и тяжелом труде. Либеральные симпатии Чаплина были хорошо известны и не всегда нравились правительству США. Поэтому Федеральное бюро расследований и Эдгар Гувер, бессменный директор этого ведомства на протяжении без малого 40 лет, собирали досье на актера. В начале 1950-х, когда в США в разгаре была антикоммунистическая кампания, собранные материалы были пущены в ход. В результате в 1952 во время поездки Чаплина в Лондон обратный въезд в Соединенные Штаты ему был запрещен. Вся собственность Чаплина, включая недвижимость, осталась в США. И перед актером, которому уже исполнилось 63 года, встал вопрос, где и как жить дальше. Он остановил свой выбор на Швейцарии и уже в начале 1953 вместе с семьей въехал в купленный им 19-комнатный особняк Менвар-де-Бане, расположенный в городке Корсьер-сюр-Веве, неподалеку от берега Женевского озера. Здесь Чаплин и проживет оставшиеся 25 лет жизни. Здесь и умрет утром на Рождество 25 декабря 1977 года. Похоронен он был на маленьком городском кладбище, расположенном на холме с видом на озеро. Можно понять потрясение сначала горожан, членов семьи, полицейских и огромной армии поклонников от случившегося. Спустя 2 с небольшим месяца после похорон кто-то посмел украсть тело одного из самых известных людей в мире. Судя по следам,
оставленным преступниками. Они выкопали массивный гроб, протащили его к выходу, погрузили в кузов автомобиля и увезли в неизвестном направлении. Впрочем, мучиться от неизвестности долго не пришлось. Вскоре в Манвар-де-Бане раздался телефонный звонок. Мужской голос представился неким месье Роша и потребовал за возвращение гроба и тела в нем 600 тысяч долларов. Сегодня, с учетом инфляции, эта сумма эквивалентна 3 миллионам долларов. За первым звонком последовал второй, за вторым третий. Месье Роша был просто назойлив. В общей сложности преступник выходил на связь 27 раз, но все время сталкивался с категорическим отказом супруги актера платить выкуп. Параллельно, пока продолжалась вся эта телефонная эпопея, полиция не сидела без дела. Детективы проследили один из первых звонков и установили, что его сделали с помощью обычного телефона-автомата, расположенного в окрестностях Корсьер-сюр-Веве. Так как других потенциальных наводок у полицейских не было, им ничего не оставалось, кроме как установить наблюдение за примерно 200 телефонными будками, расположенными рядом с местом похищения. Поразительно, но эта нехитрая тактика увенчалась полным успехом. 16 мая с поличным был схвачен 24-летний Роман Вардас, эмигрант из Польши, работавший в Лозанне автомехаником. Отпираться парень не стал и вскоре во всем сознался. На допросах Вардас признался, что придумал все он, а потом привлек к делу своего коллегу, еще одного эмигранта из стран соцлагеря, 38-летнего болгарина Ганча Ганева. Мужчины не могли честным трудом заработать на достойную жизнь в Швейцарии и постоянно нуждались в средствах. Однажды, смотря новости по телевизору, Вардас увидел репортаж из Италии, в котором рассказывалось об успешном похищении гроба с целью выкупа. Самым знаменитым жителем Швейцарии тогда был Чарли Чаплин, и его смерть навела друзей на идею повторить итальянский опыт. Чаплиновский гроб временно закопали на кукурузном поле у деревни Новель, после чего Вардас принялся терзать несчастную вдову своими телефонными звонками. Инициатору преступления швейцарский суд дал 4,5 года исправительных работ за кражу. Его сообщник отделался 18 месяцами условно. Впоследствии незадачливые грабители попросили прощения у жены Чаплина за свой поступок, а гроб с великим актером вернули на законное место. Правда, на этот раз его поместили в специальный саркофаг из монолитного бетона.
Друзья, вот такая, я бы сказал, трагикомическая история про незадачливых грабителей. А у меня на этом все. Спасибо вам, что посмотрели этот выпуск. Продолжайте учить русский язык с каналом Русториес. Огромной вам удачи и пока!